Зачем мумиям языки покрывали золотом? Сколько лет самому старому вину на планете? Какой неизвестный вирус обнаружили в Сибири? Что за рука инопланетянина была обнаружена в Бразилии? Ответы на эти вопросы и другие вы увидите в этом видео. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Молчание золота. В Египте не утихают новые открытия. На этот раз была обнаружена стандартная находка по меркам этого региона – древняя гробница с мумиями. А вот находка во рту немного археологов удивила. Это были золотые языки. Во время бальзамирования языки удалили, а вместо них вставили золотые. А все для того, чтобы покойный в загробном мире мог поговорить с Осирисом, владыкой подземного мира и судьей мертвых. Это один из самых важных богов древнего Египта. Пока археологи не объявили точное количество обнаруженных мумий и у скольких из них были золотые языки. Раскопки проводились в свежеизученной зоне археологического комплекса Квайсана, который включает в себя древние гробницы, относящиеся к разным периодам времени. Комплекс состоит из 3 уровней, и каждый из них демонстрирует разные обычаи захоронения. Языки у мумий, обмотанные золотой фольгой, уже встречались недавно в Тапосирис Магна, египетском захоронении, которому 2000 лет. Пару лет назад археологи рассказали о захоронении мужчины и женщины, которые были высокопоставленными людьми в Древнем Египте, и скорее всего они даже общались с Клеопатрой. К сожалению, досконально изучить их мумии у ученых не получилось, в их гробницу просочилась вода, однако сусальному золоту, которое покрывало все их тело, удалось сохраниться. Это подтверждает тот факт, что они принадлежали к высшему сословию. Новое открытие рун в Осло. Древние скандинавы, проживавшие на территории Норвегии, использовали в своей письменности руны. Я рассказывал о них в своих предыдущих видео. В этот раз археологи нашли деревянный предмет длиной 11,4 см. На нем вырезано 8 рун. Профессор рунологии Кристель Зильмер уже успел ее расшифровать. Профессор предположил, что деревянный предмет был своего рода маркером или этикеткой чего-то. На это указывает текст, который удалось расшифровать. Сперва можно разобрать слово «асбин», что скорее всего означает Асбьорн. Это обычное древнескандинавское имя, которое часто встречается в древних писаниях и часто написано латиницей. Следующим текстом после имени было Амик, что означает «владеет мной». То есть в средневековье кто-то вешал эту дощечку на какой-то предмет или товар, чтобы показать всем, кому он принадлежит. Полный перевод текста звучал как «Асбьорн владеет мной». Это говорит нам о торговой деятельности города Осло в 13 веке. Древние скандинавы торговали импортным зерном, медом, солью, пивом и вином, керамикой и стеклом. Асбьорн, вероятно, был торговцем, работавшим в районе Клемецаль-Меннинген в Осло, недалеко от гавани. Но, конечно же, это всего лишь предположение археологов. Из Норвегии мы отправимся во всемирно известную Фригийскую долину. Раскрыт храм Мальташ. В этом году археологи сделали открытие во всем известной Фригийской долине. Это место по праву включено во всемирное наследие ЮНЕСКО. Найденный памятник Мальташ имеет высоту 10 метров и на самом деле является фасадом храма с треугольной крышей и нишами. Над землей на данный момент мы видим около 3 метров памятника. Однако раскопки показали, что под землей скрывается еще 7 метров сооружения. Датировали его 7 веком до нашей эры. По мнению историков, этот памятник является одним из лучших достижений Фригийского царства. Больше 3000 лет этот уникальный памятник скрывался под землей, что помогло ему дожить до наших дней в целости и сохранности. Археологи даже не представляли, какой объект им удалось обнаружить. Памятник расположен на вершине одной из скал Акушувасы, образующих западную границу долины. Впервые памятник Мальташ обнаружили в далеком 1881 году, но тогда удалось раскопать лишь 3 метра, а технологии не позволяли просканировать грунт, чтобы определить, что скрывается ниже. Сам храм считается скальным, так как полностью вырублен в скале. На храме можно рассмотреть текст на фригийском языке. В свое время Фригия считалась могущественным царством, однако и это государство распалось и покрылось песками. Историки считают, что в древности в бутылках хранили не только вино. Злые духи в старинных бутылках.
Уже много веков суеверные люди верят в мистику и колдовство. Это подтверждают артефакты, которые часто археологи находят в Англии. В глиняных и стеклянных бутылках исследователи находят странные вещи – иголки, гвозди, рыболовные крючки, ногти и даже волосы. Называют эти объекты ведьмины бутылки. В древние времена в Англии люди верили, что такая бутылка может быть ловушкой для злых духов. Они считали, что волосы и ногти выступали в качестве приманки, а металлические предметы могли схватить духа. На данный момент в Британии было найдено более 200 подобных артефактов. Также они встречаются и в США, что логично, ведь Северную Америку в свое время колонизировали британцы, поэтому культура и история последних столетий у этих государств похожа. Чаще всего такие бутылки находят после сноса старых домов. Жильцы дома прятали бутылки с волосами и гвоздями рядом с камином. Таким образом они отлавливали всех злых духов, которые пытались проникнуть в дом через дымоход. На самом деле подобных бутылок находили очень много, просто часто рабочие не подозревали, что они обнаружили. В основном они считали это мусором и отправляли на свалку, а те рабочие, которые подозревали, что это могло быть, тут же избавлялись от мистических артефактов, которые таили в себе проклятия. В Англии, кроме домов, подобные артефакты находили на полях рядом со старыми кострищами. Чаще всего люди начинают верить в проклятие ведьм, когда в стране происходят политические потрясения. У людей возникает страх и неопределенность в будущем. Закапывая бутылки на полях, люди пытались спастись от засухи. Суеверные люди предостерегают археологов, чтобы они прекратили изучать и разбивать проклятые бутылки, ведь таким образом они могут выпустить злого духа. В сети попадаются истории, в которых ученые умирали после изучения таких артефактов. Но скорее всего это либо вымысел, либо обычное совпадение, ведь ученые и археологи такие же люди, как и мы с вами, а потому тоже могут болеть и умирать. Обнаружить следующую находку археологи смогли после сильной засухи. 3000-летний город появился из реки. Ирак – одна из немногих стран, которая сильно пострадала из-за изменения климата. Юг страны постоянно страдает от засухи. Чтобы уберечь посевы, правительство использует для полива воду из Мосульского водохранилища, которое считается важнейшим хранилищем воды в стране. Постоянный сбор воды помог обнаружить древний город бронзового века эпохи империи Митани. Обширный город с дворцом и несколькими большими зданиями мог быть древним Закику, важным центром империи Митани. Ужасная засуха помогла историкам возродить древний город, который был затоплен более 3000 лет назад. Сейчас археологи пытаются как можно скорее задокументировать обнаруженный объект, пока он снова не будет затоплен. В кратчайшие сроки археологи смогли составить карту города. Кроме дворца, который виднелся из воды, они смогли рассмотреть несколько крупных зданий и массивное укрепление с башнями. Также нашли нечто похожее на древний магазин. Одной из важнейших находок в этом месте были 5 керамических сосудов, в которых хранилось более 100 клинописных табличек. После расшифровки письменности археологи смогут точно понять, что это были за здания, какую роль они выполняли и самое главное, как жили люди в империи Митани. Клинописные таблички относятся к среднеассирийскому периоду. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб важного объекта из-за поднявшейся воды, раскопанные здания были полностью покрыты плотно прилегающей пластиковой пленкой и засыпаны гравием. Это поможет еще какое-то время уберечь древний город от разрушений. На данный момент водохранилище снова заполнено водой, и город бронзового века скрылся от человеческого взгляда. А в Бразилии из-под воды появилась очень странная находка пришельца. Рука инопланетянина. Прогуливаясь по пляжу в Бразилии, можно найти ракушки, камешки, маленьких крабиков и руку пришельца. Так и случилось с одной парочкой, которая решила устроить себе романтическую прогулку на берегу Атлантического океана. Костлявая рука с длинными пальцами похожа на дружелюбного пришельца из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Казалось бы, вот оно, настоящее доказательство присутствия на нашей планете инопланетянина, пускай и не целиком. Летисия Гомес Сантьяго и ее бойфренд Деванир Соуза сделали множество фотографий и выложили в сеть. Ведь где находятся лучшие специалисты на любую тему? Конечно же, в интернетах. На фото наткнулся морской биолог Эрик Комин, который развенчал все мифы о находке. Он считает, что рука принадлежит представителю китообразных, инфоотряду млекопитающих, включающему китов, дельфинов и морских свиней. А ее жуткий вид обусловлен этапом разложения, который длится примерно 1,5 года. Люди долгие годы пытаются найти хоть какое-то явное доказательство существования инопланетной жизни, но всегда приходят
ученые, которые могут объяснить с научной точки зрения тот или иной артефакт. В этом случае находка указывает, что китообразные, которые сейчас обитают в морях и океанах, 50 миллионов лет назад ходили по суше пешком. Под межпальцевой плотью ласт кита или дельфина находится 5 пальцев или пятипалая конечность. Такая встречается у людей, земноводных и ряда других животных, что указывает на их общего предка. Парочка, кроме фоток, сняла руку на видео, чтобы показать, насколько она большая. Биолог считает, что это часть дельфина, которых тут обитает очень много. Обычно такие кости не стоит убирать с пляжа, чтобы не мешать естественному круговороту питательных веществ в экосистеме. Однако недавно умерших животных ученые спешат изучить, чтобы выяснить точную причину смерти. Ведь это может быть не случайная смерть одного дельфина, а зарождение массовой эпидемии или вымирание животных из-за выброса в воду вредных веществ. От изучения дельфинов мы плавно перейдем к сокровищам ацтеков. Странные сокровища ацтеков. Археологи считают, что новая находка, обнаруженная в Мехико, приведет их к месту, где покоится главный император ацтеков. Потерянная императорская гробница давно будоражит умы ученых в Южной Америке. Это главная цель археологов в этом регионе. Такая же, как в Египте пытаются найти гробницу Клеопатры, о которой я рассказывал в недавнем видео. Более 500 лет назад священники спрятали ацтекские жертвенные сокровища рядом со ступенями храма в Мехико. Тайник включает в себя останки ягуара, облаченные в доспехи воина, который сжимает в своих объятиях орла. Также в тайнике было множество морских звезд и коралловых ветвей. Все это хранилось в деревянных ящиках. Ученые считают, что это жертвоприношение посвящалось императору Ауисотлю, который правил с 1486 по 1502 год. Посередине одного из ящиков они обнаружили что-то твердое, что, по их мнению, может быть кремированными останками императора. Возможно, эта находка станет великим открытием 21 века. Находка сделана в месте, которое сегодня известно как Темпло Майер, главном храме коренных ацтеков в их столице Теночтитлане. Этот храм перестраивали 6 раз. Каждый император хотел отличаться от своего предшественника. Точную дату строительства храма в первый раз сложно определить. Скорее всего, это связано с основанием Теночтитлана в 1325 году. Главный храм имел высоту современных 15-этажных строений. Однако и тут испанские колонизаторы постарались и частично разобрали храм. Камни после разрушения они использовали для католического кафедрального собора. Кроме крупных ящиков с ягуаром и морскими звездами, были ящики размером поменьше. В одном из них хранились ацтекские благовония, в другом 21 кремниевый нож, украшенный изображениями воинов, миниатюрный копьеметатель и щит. Рядом в круглом подношении был найден мальчик лет 9. Скорее всего, он был принесен в жертву вместе с ягуаром. По предварительному анализу у обоих вырвали сердце во время ритуала. И завершает все эти раскопки яма с детскими черепами, которые также были принесены в жертву. Детям было от 1 до 6 лет. Что касается самого императора Ауисотля, то его кремированные останки предстоит еще найти. На это может потребоваться около года. С одной стороны, ты вроде как и радуешься новым находкам археологов, но с другой стороны, лучше всего этого не знать. В то время как археологи пытаются найти кремированные останки, в России нашли неизвестный науке вирус со времен палеолита. Неизвестный науке вирус. Лучшие находки удается найти археологам, когда они работают в команде. На этот раз команда состояла из французских, немецких и российских археологов в Якутии. В сибирской мерзлоте им удалось найти 2 древнейших вируса, один из которых удалось оживить, а второй пока что неизвестен науке. Вирусы обнаружили в кишечнике древнего волка и шерсти мамонта. Примерный возраст вирусов от 27 до 48,5 тысяч лет. Тот вирус, который старше, на данный момент считается самым старым из обнаруженных за всю историю. Ученые брали пробы грунта в местах, где были ледники. Там же были обнаружены древний волк и мамонт. По словам ученых, новый, ранее неизвестный науке вирус относится к роду питовирусов. Его возраст 27 тысяч лет. Изучать древний мир, конечно же, стоит. Но самое главное, чтобы ученые не начали проводить с этим вирусом какие-то эксперименты. Еще одной пандемии нам не нужно. А вот попробовать самое старое вино, почему бы и нет. Самое старое вино в мире. Обычно самые старые вина хранятся глубоко в подвале в каком-нибудь замке или старой винодельне, но для археологов это слишком просто. Самую старую бутылку вина нашли в немецком городе Шпайер, который во время римлян назывался Новиомаг, что находится на берегу реки Рейн. Итак, в 1867 году тут был обнаружен саркофаг с римским легионером, который был похоронен примерно в 300 году нашей эры. Рядом с воином лежала бутылка с вином, украшенная красивейшими ручками в форме дельфина.
финнов. Если честно, то бутылка больше напоминает флакон с колдовским эликсиром, но на деле это оказалось вино. А самое интересное, что это самое старое обнаруженное вино в мире, которое сохранилось в жидком состоянии. Примерно в то же время в городе Гроскарльбах рабочие нашли древнюю бутылку вина, которая должна была стать рекордсменом. Однако произошло то, чего археологи ждали меньше всего. Рабочие откупорили бутылку и выпили вино. То есть артефакт был уничтожен, даже не успев попасть в руки ученых. Скорее всего, из-за этого случая бутылку из Шпайера открывать строго запрещено. Она уже много лет стоит на витрине исторического музея Пфальца. Ее даже не возят по разным выставкам. Возможно, опасаются, что какой-то грузчик попытается собственными силами заняться изучением всего артефакта. Вам, наверное, интересно, как этой бутылке вина удалось сохраниться. Во время похорон легионера 1,5-литровую бутылку залили красным вином. Сверху добавили оливковое масло и специи, а горлышко запечатали воском. Специи с маслом сформировали определенную корочку, которая и помогла вину дожить до наших дней. То, что тогда называлось вином, сейчас имеет абсолютно другой вкус и консистенцию. Вино в Древнем Риме было похоже на патоку, которую разбавляли летом холодной водой, а зимой горячей. Да и вообще вино было стратегическим товаром империи. Виноград давили целыми гроздьями, не отделяя ягоды от веток, поэтому вино получалось горьким. Для сладости добавляли свинцовый порошок, а для повышения градуса мед. Белое вино в Древнем Риме считалось уровнем пониже, поэтому его настаивали на ежевике, вишне и бузине, чтобы придать цвету дороговизны. Древний Рим в Германии оставил свой след и в наши дни. Немец, когда говорит при поднятии бокала «прост», это он говорит на латыни «пусть будет тебе на пользу». Парадоксально, но тост за здоровье – это самый древний тост в мире. А наш канал самый большой канал по археологии в русскоязычном ютубе, поэтому подписывайтесь и будете всегда знать первыми о новых археологических открытиях. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!